Фух. Вот сейчас по-новому и запишем. Компресс. Хорошо. Так, раз уж сегодня пошла такая пьянка, я, наверное, попробую сегодня в чашу сбивать. Все-таки будет отличаться от того, что было. Так, ну давай. Так. Красоту уберем пока. Пока забираю мыло, могу сказать. Когда искал себе помазок, ну, давно это было. И перебирал, конечно же, в уме все. И кабанов, и барсуков. И точно так же, как и многие сейчас из вас, раскатывал губу на Black Badger. Потому что там была аннотация, если вы хотите попробовать барсука, то вот начните с этого. Он такой жесткенький, все. Но, слава богу, остановился, не стал брать, что попало. И как оказалось, впоследствии большинство черных барсуков, ну так себе, того еще качества. Редко-редко можно нормального найти, но у всех у них было одно и то же свойство. Они были шибко колючие. Некоторые из них бывали нормальные, но большинство колючие, жесть какие. Но также нарвался еще и на описание того, что если вдруг вы хотите попробовать барсука, но если у вас как бы финансовая составляющая и все такое, начните с лошади. И вот она, это промежуточное нечто между кабаном и барсуком, вот она в какой-то мере даст вам там что-то почувствовать. Ребята, я ведь повелся, тогда я еще не знал, какая это фигня, bullshit, как говорят французы или англичане, кто там говорят. Потому что, ну, лошадь и барсук и кабан – это таки большая разница, как говорят в Одессе. Поэтому не ведитесь. Лошадь – это лошадь. Найти хорошую лошадь по нынешним временам непросто. Чаще всего это будет мочало, самое обыкновенное. И да, сегодня, пользуясь случаем, хочу вот еще чашу Олега Желенкова запустить, Новокузнец. Красненькую вот это вот попробовать. Ну так, чтобы для души уже совсем. Я к чему весь этот разговор-то завел? Вот этот вот паразит, вот он в некоторой степени напоминает мне именно барсука. Он сделан как-то интересно. У кабана нормальное дело, если у него упругий ворс, и когда ты массируешь, ты в принципе-то знаешь, на что рассчитываешь, и вот он тебе там все разминает. Есть другая сторона, типа там симок и прочее. Там уже кабан помягче, но он и ведет себя соответствующе. Но опять же, конечно, в зависимости от длины узла. А вот с таким, как этот, я столкнулся впервые. Вот зажмурь глаза, и почему-то перед глазами стоит именно барсук. Ну, какой-то необычный барсук. По массиву, по структуре, вроде барсук, ну уж волосы чувствуются слишком уж не барсучие, жесткие. И вот это выбивает из колеи. Я еще сам до сих пор еще не определился, как мне к этому относиться. С одной стороны, да, конечно же, нравится. Но с другой стороны, ну так не бывает. Это ненормально. Я не видел таких кабанов. А нет. Оказывается, есть. И вот сейчас вот я его опять запускаю и опять хочу кайфануть. Ну, в этот раз, конечно же, с чашей. Чаша от Олега держать удобно, красиво. Ну, Олег нормальные чаши делает, что я вам рассказываю. Сами все знаете. Так, еще один компресс и наносим. Хорошо. Есть город, который я вижу во сне. Ой, если б вы знали, как дорог. Как там правильно? У Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город. В цветущих акациях город. У Черного моря. Трм. Не, ну, я вот когда малой-то был, я не понимал, а что люди говорят, что там у утесова голоса нет, да? То все. Потом, когда уже маленечко повзрослел, и, ну да, действительно, там с голосом-то это не те там эстрадные, там оперные или еще какие-то там певцы-певицы. Шаляпина возьмите, да, там, ревела буря, гребе, ну, сами знаете, да. Утесов в этом плане, конечно, Шаляпину не ровня. Но правы те, кто говорил, что Утесов не голосом, он душой пел. Вот перед кем шляпу-то снять. Вот это да.
Это, братцы мои, ну вот, смотрите, люблю это мыло, люблю, обожаю. Так, а этот все еще потихонечку лезет. Цветущий в акациях город. Греем бритву. Ну, давай еще маленько погреем. Сейчас тут стоит то лезвие, которое было нами утеряно в предыдущем обзоре, и то, которое вот мы с вами на крупном плане мастерили вместе. Сейчас я вот сразу все им и заскоблю. Так, это что такое тут? Что-то я его прям не чувствую. А почему? Почему я его не чувствую? А здесь да. А так нет. Фигня какая-то. Ну, а щетину-то чувствует. У Черного моря. Не знаю, вы застали, не застали с предыдущего обзора. Эта бритва очень легко забивается. И если уж на то пошло, это не лучший вариант, если, допустим, вы что-то там собираетесь, ну, 4, 5, 6, 7-дневная брить. Ну и промывается легко. Все, что для этого надо, просто берете язычок, отодвигаете. Сейчас, в следующий раз покажу, как. Блин, ребята, как же пахнет это мыло. Под носом неудобно. Любимая. Ну, я знаю, там ничего срочного, поэтому сбросил сейчас, чтобы это все не высохло. Так. Сейчас я вам покажу по поводу промывашки. Вот смотрите, так, как вам, так, чтобы видно было. Вот, оно у вас забилось, да? Хоп, и все. Открываете, промываете, потом обратно лезвие возвращаете, задвигаете и в путь, и обратно бриться. Легко и просто, ничего сложного совершенно. Для этого лезвия это получается второе бритье. И сейчас я вам скажу, да, Сергей Сергеевич был прав. Первое было поагрессивней, а второе, да, второе помягче. Так, задвигаем. Ну и все, наносим следующий слой. Вот так вот, долго компрессить не буду, это так чисто, чтобы лицо влажное было. Не хочу раздавать авансы, не хочу выглядеть так, как будто я вас заманиваю что-то там. Но этот узел на самом деле необычен. Он настолько же деликатен, насколько и упруг. И я вот, например, даже не слышал, чтобы про какой-то кабан можно было сказать, что там есть мешочек. Про этот можно.
Но сейчас вот это по сути барсук просто белого цвета. Для меня это совершенно необычно. И ни капли не жалею, что мы не стали брать что подешевле, а стали брать что подороже. И мотивация Евгения Васильевича меня тут более чем устраивает. Он говорит: Викторович, а тебе надо говно продавать? Я говорю: нет. Все. Там разница-то была, господи. Так, ну поехали. Вот вы говорите кассетник, да? Ну, не ты говоришь, вот кто-то другой говорит, ну кто-то говорит. Люди всегда что-то говорят, они молчать не могут. Да кто ж спорит-то? Кассетник, да. Но это для меня лично, я вот свое говорю. Это продукт урбанизации нашей жизни с вами. Некий компромисс, некая дань ускоренному ритму нашей жизни. Потому что многие из нас, ну что греха таить, как только проснулись, сразу же включают режим семиногого пятичлена. Одной рукой зубы чистит, другой глаз промывает, третий стряхивает, четвертый смывает, ногой закрывает крышку унитаза, а глаз уже на кухню косит, что там любимая завтрак приготовила. Нет любимой, но сам уже думаешь, что слопать. В лучшем случае позавтракать успеешь, в худшем живешь на дороге, по дороге или вообще без завтрака остался. Но в такой ситуации, конечно, да, кассетник выручает. Он выключает душу. Он оставляет голый функционал. Где, когда, в каких условиях вы видели человека, чтобы он так вот с удовольствием кассетничком наезывал и песенку напевал? Ну такой, мурлыкал себе что-то под нос. Понятно, что не певец, понятно, что ни голоса, ни уха, ни слуха, и медведь куда-то там наступил. Но ты когда с опаской, ты когда с гемом, ты когда с аутостропом, ты когда с безопасной бритвой, но уже что-то другое совсем. И ты уже и ведешь себя совершенно иначе. А с кассетником, да я не помню такого, чтобы я с кассетником что-то там мурлыкал. Конечно, каждый выбирает свое, что говорить. Ну вот смотрите, сколько в чаше осталось, сколько еще по мазке, и что-то, ну, дофига, реально дофига. Мыло великолепное. Господи, как же оно пахнет. Слава Богу, что сюда не переборщили и дозировку не увеличили, как это могли бы сделать. И как-то порой делают, а здесь нет. Здесь все в балансе. Молодцы, ребята, просто молодцы. Ребята, кто сможет дотянуться до подобного мыла, берите. Берите. Тут будет только один вопрос. По аромату нравится, не нравится. Все остальное тут просто бомба. Так, давайте я, наверное, под финиш намочу. Цепанул маленько.
Мало моря. Сейчас будет одеколон, ну, в смысле, автошейв. Я его называю одеколон, потому что у него чрезвычайно мощное амбре и чрезвычайно длинный шлейф. Я вот в прошлый раз побрился когда? Так. Да, часов, наверное, 15-16 пополудни. Вот как-то так. А вечером, когда любимая пришла в 9 часов, я так тырк, я говорю, ну-ка, что ты скажешь? Что-то носиком закрутила, я говорю, ну что, старперский? Ну нет, не старперский, говорит, тебе такой нравится, а мне нет. Ну вот для меня это одеколон, вот автошейв хорош. Взяли бы они в полу, вот эту вот мощу его первозданную, укоротили бы, вот это было бы еще круче. Ну все, компрессия автошейв. Хорошо. Ребят, сейчас вы посмотрите старые выводы, те самые первые, которые, в принципе-то и должны быть, они там в полном порядке, это нормально, то есть там все записалось. Но я не откажу себе в удовольствии сейчас еще разочек взять этот автошейв и себе набулькать. Но теперь ученый я его возьму меньше, кратно меньше. Я сам для себя... Ой! Что и следовало доказать? Сам для себя решил, раз одеколон, то и пользуюсь как одеколоном. Я его в прошлый раз набухал, набузовал прям, ну как автошейв. Его надо меньше брать, меньше полову. А еще хорошо, если у вас в это время будут руки влажные, и вы его еще и с водичкой за ним разбавите, вот это будет самое оно. Ну, узнаю протоколе. Вот теперь та моща, которая была, ну здорово, можно и бутылку сломать, и стеклянную, и все на свете, сами знаете. То есть вот берете любимый одеколон, не понюшку, а просто от души налили и себе, и ой, что-то воняет. Ну, конечно, будет вонять. Ты возьми еще с ведра себе на башку вылей, так еще больше будет вонять. Вот так вот я сделал в тот прошлый раз, который вы сейчас увидите. А сейчас я его взял в 2 раза меньше, в следующий раз, наверное, еще и в 3 раза меньше возьму. И вот теперь он пахнет, ну, более-менее прилично. А в прошлый раз, ну, просто было неприлично. Перебузовал там, шары аж вышибало. Вот так вот было. А сейчас так хорошо. Так хорошо. Ну да, вот уже липкий, сейчас подсыхает, сейчас совсем его не будет. Все, для меня дежавю, а вы идете смотрите старые выводы. Все, пока-пока, не прощаюсь. Ребят, приношу вам свои извинения, тут технические накладки поперли. Короче, часть видео, когда я снимал компресс, и я думал, что камера работает, потому что съемку я нажал. Как оказалось, она не работает нифига. Начал разбираться, карта памяти 32 гигабайта уже забита полностью. Что у меня за монстр там будет, я не знаю, сейчас уже лезть не буду, как есть, так это пишу, поменял карточку, поставил другую. Ну и буду выбирать другой формат, буду смотреть, как это делать лучше, чтобы подобного рода мелочей больше не было, и чтобы они нам с вами не мешали работать. Ну а это видео, ну, есть легкое подозрение, что местами оно выйдет комканное, где-то что-то не будет хватать. Выкладывать, не выкладывать, сейчас не могу сказать, это, скорее всего, только, прошу прощения, на монтаже это будет, станет понятно. Если уж не совсем уеще, ну, тогда уже там попробую выложить. Ну, а если вообще дно, ну, тогда нет, тогда лучше подожду, еще побреюсь нормально и хорошо вам все сделаю, хорошо все покажу. За одним с фотиком разберусь. Так вот, если все же это видео выйдет, то хочу сказать. Бритва впечатлила и покорила. Ну, потому что я и побрился практически как опаской. Ну, конечно, не опаска, конечно, тут есть нюансы, но сходное ощущение. То есть вот BBS, там, где я вот хорошо прошел, но он явно заметный. То есть, ну, не самая мягкая бритва из всех, которые я пробовал, чемпиона в этом плане, Малькута, который я вот недавно брился совсем, но еще в прошлом году, я не победил. Та была вообще мягконько, бархатная лапка. Мягче этой бритвы я не встречал. Это просто лавина. Вот ты не ждешь, не гадаешь, вот лежишь где-нибудь там на курорте, в труселях, там
в горах снег, все, вот просто кайфуешь, тут лавина сходит, ты ее не ждешь, она сходит, это природа. Ну вот так вот меня покорила Малькута, она меня просто выбила. Это по мягкости до нее не доходит, но тем не менее по эффективности она где-то рядом. Тем более для меня это удивительно, потому что по сути это рядовое изделие для солдат срочной службы. Ну и как бы шикарная штука, просто шикарная. Это не до конца раритет. До сих пор еще она может служить и приносить пользу людям, потому что если даже несмотря вот на то, что, допустим, вам не повезет, как мне, да, мне вот Дмитрий прислал раритетные, настоящие лезвия, за что ему огромнейшее спасибо, я смог вам показать. Но у вас не будет такого, не отчаивайтесь. Потому что есть Физер, который выпускает вот такие вот лезвия. Я вам сейчас картинку покажу. Это забугорного форума. И даже если вы такие не найдете, вы спокойно можете взять гемовские и сделать с ними ту экзекуцию, которую я вам показал сегодня. Ну, то есть взять там, убрать металлическую пластинку, полухо состричь, вставить сюда, и будет вам счастье. Вот, эта сторона побрита полностью тем лезвием. Одна беда, взять его будет непросто, потому что если вы начнете гуглить, то да, продажные объявления, конечно же, рекламные вы будете встречать, но из всех тех, которые встретил я, ни одного в наличии. То есть да, оно было от 80 там, до 180, по-моему, баксов, но да, его сейчас нет. Sold out. Все, отстаньте, отбежитесь, нету те. Все кончилось. Но наверняка все равно его можно достать. И если даже вы такой достанете, он у вас просто так лежать не будет. Единственное, что мне не понравилось в этом танке, это вот эта проплешина без накатки на ручке. Потому что если у вас рука в мыле, как у такого вот неряхи, как я, то у вас она будет скользить. Если же вы аккуратист, если у вас руки всегда сухие, без мыла и вообще двумя пальчиками бреетесь, то вам это не грозит. У вас будет все хорошо, все замечательно. И я искренне рад за вас. Вот так вот правильно. Так, потому что каждый раз, когда я вот смотрю на Олега, брить или не брить, вот захожу на его канал, ну там, когда слово оставлю, когда просто посмотрю, я удивляюсь аккуратности этого человека. Все мыло, которое он наносит на лицо, он убирает. Капельки не остается. У меня же наоборот. Я люблю вольготность, как везде, вот так вот. И в рубашку, и штаны, и там вот все мокрое. Я побрился, мне хорошо. Ну вот, подход у всех разный, результат тоже иногда бывает разный, но я стремлюсь к лучшему. Так вот, бритва замечательная, бритва огонь. Гоняться за ней специально, ну, я думаю, не стоит, нет. Но если у вас будет такая возможность, и так в случайном оказии, ребята, знайте, что это тот инструмент, который работает, который годный, который вас не подведет. А Дмитричу еще раз огромное рахмат, мерси алейкум, потому что бритва обалденная. Вот, спасибо огромное. Мыло. Какое мыло еще? Автошейв. Давайте хоть попробуем, что за автошейв. Сколько там, друзья, вышло? Ну, помните, не помните? Там 1, 12, 13, 14, там дюжина, 12 and quarter. Сколько? Где отвоевывали отель, и там один из персонажей на себя какую-то молекулу там чего-то там, чтобы баб с ног сбивать, поставил, и вот он дверь открывает на себя, так, ну, с горбинкой у него нос был, да, и она открывает, и поплыла сразу, знаешь, волю теряет, вот такой хороший запах, то есть вот прям, ну, давай посмотрим, как это будет в работе. Забыл. Там было в инструкции написано. Надо это стряхнуть перед употреблением. Светись кострами синие ночи. Мы пионеры, дети рабочие. Ой, мощный, гораздо мощнее, чем мыло. И запах такой, знаете, концентрированный. Сандал здесь не чистый, он тут с чем-то вась-вась, и тут есть какая-то помесь, добавленная еще что-то. Это еще уводит его совсем другую ноту, уже не такую сандальную, как это было в мыле. И да, хотя бы номинально декларировано, что это не сандал сандальный, а вот сандал индийский, то есть вот прям туда в Индию. Здесь Индия чем-то уже маленечко разбулыжена и совсем не индийским. Но я бы не сказал, что меня это сильно смущает. Здесь есть какая-то аквамарическая нота какая-то вот такая.
Я бы не сказал, что она здесь к месту, но вот если бы ее тут не было, я бы, например, был больше доволен. Это вот как-то зацепка, понимаете, вот как пылинка тебе в глаз попала, ну да, бывает с кем-нибудь случается, всякому попадает, и не только пылинка. Хорошо, что пылинка, иногда пролетит еще побольше. Но ты ее стараешься выпустить, выцарапать, и вот тебе как-то вот раз, и все, и сразу нормально. Так вот этот запах как пылинка. Не знаю, может быть он там должен быть, нужен там, но вот для меня он как пылинка, мне хочется его дынь-дынь выдернуть. Ох, какой же мощный, какой концентрированный. Ву-ву-ву. Я бы не стал это в плюсы записывать. Это из категории, что ему надо маленечко разойтись. И тогда вот возможно воспринимать или дозировку уменьшать, когда вы им пользуетесь. За себя могу сказать так. Да, интересно, это не легкий, он чуточку не тяжелый, но он чуть-чуть более тяжелый, чем, допустим, ну, те же самые эпсилоны, тот же самый синий Флойд, вот они потяжелее. Там, если какая-то воздушная, голубая такая вот, ну, действительно такая, знаете, вот прям бирюзовая нота разыграна. Здесь же к сандалу добавили не дерево, чего хотелось бы, а добавили чего-то помадно-раритетного. Вот так вот оно мне кажется. И вот это меня несколько смущает. Не с той песни, не с той. А номинировано хорошо. Но вот именно за этой ноты дурацкой я бы, наверное, ну, не знаю, я бы, наверное, не стал бы его считать своим любимым. Уходовые хорошие. После мыла-то тут просто пипец, что творится. На автошейв все добавил. То есть, короче, с уходовыми нормально, запах, ребята, разбирайтесь сами. Но одно знаю точно, люди, которые работают с 45-го года, они дело свое знают, и здесь все зашибись. Запахи, будьте аккуратны, потому что, хоть и написано, что это автошейв, это может быть даже по мощности, как одеколон. Я вот сейчас тут сижу, сколько у нас тут, 6 часов времени, 7 час, через пару-тройку часов пойду любимую встречу, на ней еще испытаю, так из-за угла, как выскочу, нюхай. И вот что она мне еще скажет. Если скажет, может говорить, свободен, товарищ, отвали, все, некогда. Ну, с работы усталая девчонка. Вот скажу, посмотрю, что она скажет. Ну, вот мне кажется, что она его запишет в торперке, хотя загадывать не буду. Мыло. Мыло — это та самая позиция, которая... Вот если здесь все по уходовым и все устраивает, запах чересчур мощный. Казалось бы, я люблю такие запахи, но вот здесь вот чересчур перебрали маленько. Ну, для меня как лично, для кого-то это, возможно, великолепно. Здесь же мыло — это та позиция, где вообще слова против сказать не могу ничего. Потому что здесь нравится все беззаветно, целиком и полностью. Это то самое мыло, которое я с легкостью бы вкатал бы 8 баллов, еще бы 1 балл 9 добавил бы, наверное, за оформление. Потому что, ну, как, ну сказать топчик, ну это ничего не сказать. Ну вот для меня, вот хочу уже за что-то его поругать, но не знаю за что, его не за что ругать. Как его только берешь в руки, глаз радуется, потому что люди постарались, чтобы оно красиво выглядело. Как только открываешь банку, уже не только глаз, но уже и душа радуется, потому что пахнет так, что вот прям пахнет хорошо, душевно. И там сандал не перемешан с каким-то, ну, знаете, пудра помадным каким-то запахом вот таким, а вот именно вот сандальная нота разыграна, но не чрезмерно, не вышибает тебя из седла, а наоборот дает тебе возможность насладиться этим. Ну, то есть как, ну ты вот, если любишь водку, допустим, да, ты взял вот зеленый огурчик, ты взял там сальца порезал, черный хлебушек, серый хлебушек, ну, на чем сойдемся, там, что у тебя там есть. Ну, или, допустим, взял черный хлебушек, серый хлебушек, намазал маслица, селедочку сверху, так, лучок, так, раз, так вот, и положил. И вот у тебя 3 варианта закусочки, да. Ты вытаскиваешь вот перед тем, как водочку попить, ты ее в морозилочку, там, ну, на полчасика, на 40 минут, на балкон, если ты в Сибири, у нас там в тени 37, нормально, хорошо. Вытащил, и вот как только она вот пошла слезой, ты спокойненько ее открываешь, наливаешь в рюмашечку, рюмашечка уже начинает слезой мутнеть, вот так вот, знаете, прямо идти. Так вот ты берешь эту рюмашечку, так, и после этого у тебя выбор. Или бутербродик с селедочкой, с лучком, или сальца с хлебушком. Ну или там, что, до чего дотянулся. Ну огурчик, там какой бутерброд, просто огурцом хрустнул, да и пошел, да. Но опять же вариации есть, как ты будешь кушать. Ты бутерброд, ты можешь кусать, можешь на кусочки, так,
и сразу и кусать ничего не надо. Как едят сало, но я знаю много способов. Если хотите, я даже видос на эту тему сниму, потому что употреблять сало не только солить, а кушать его можно по-разному совершенно. Я знаю там 5-7 способов точно. Так вот, ты уже от этого кайфуешь, и тебе уже хорошо. Так вот здесь вот ты кайфуешь точно так же. Ты можешь вывернуться по любому способу. Ты можешь морозить водочку, не морозить. Ты можешь 3500, там 100-500 бутербродов сделать, но суть это не поменяет. Это хорошее мыло. Великолепное. И здесь запах ровно такой, какой он должен быть. Он не выбивает. Если у тебя есть один бутер, у тебя один бутер и есть, и у тебя душа поет. А когда вот у тебя 3 бутера, у тебя уже, наверное, штормить начинает. А какой из них выбрать? Я вот поэтому вам все это рассказал. Здесь не штормит. Здесь выбор уже очевиден с самого начала. Пенообразование. Да чтоб у всех так пена образовывалась. Ну, пена мне понравилась. Ну и, скажем так, по ее характеристикам, это белый бархат. Ты ведешь, там шуршит, там скользит, там уходит. Шея не в углу. Помните, я здесь вот уже, вот единственное. Здесь вообще все нормально, все хорошо. То есть мыло со своей работой справлялось. Ну а что касается поскольжения, ребят, ты вот чувствуешь, я вот чувствую, что там еще что-то есть. То есть мыло хорошее. И при всем при том за какие-то несчастные $18, или сколько там, 14 евро, да, то есть вообще нет, это 14 фунтов стерлингов. То есть, достаточно взвешенная цена. То есть для меня это открытие. Петросу еще раз огромное спасибо. И я считаю, что вот если кто-то когда-то будет смотреть в эту сторону, ребята, у вас очень большие шансы на успех. Разберитесь с запахом, мыло или лосьон не подкачают. Запахи смотрите сами. И да, несмотря на то, что тут Петрос, опять же, огромное тебе спасибо, он все в кассу прислал, и тут сандал, и там сандал, и казалось бы, они перекликаются, оба индийские, на самом деле запахи разные совершенно. Что в мыле, что в автошейве, они не похожи, они разные. Если вы думаете, вот я сейчас вот одной линейки возьму, там сандальная индийская, а фиг-то там, обломайтесь, запахи будут разные, но хорошие каждый по-своему. Здесь мне понравился больше, в первую очередь за счет того, что он умереннее, спокойнее. Он, как тот бычок на горе, помните, он уже взрослый. Он не побежит, он спустится. Это щеня малолетняя. Ухи вот так вьются, там язык назад. Ща. Тут его за хвост. Стопэ, назад. Вот что-то здесь вот такое вот. За помазок говорить рано. Одно могу сказать. Я рад, что у нас будет эта позиция. Я рад, что мы сможем вам предоставить такую продукцию. И я рад, что я ошибался. Ошибался в каком плане? Когда мы думали, какие ручки сюда поставить, я думал, Васильевич, давай что попроще, там из пластика что-нибудь наточим. А Васильевич так подумал, говорит, Вадим, смотри, узел сам по себе, самый дорогой, который был. То есть это не какая-то там за 3 копейки кабанера собрали и все. И ставить на него так себе ручку. То есть я считаю, я говорю, я согласен, но Жень, это дорого. Он говорит, ладно, хорошо, давай, набирай. Вот при нем прям набираю помазки из кабанов. Ребята, я офигел. Да, есть и за 700 рублей, и за 1000, и за 1200, и за 1500, но за 2, за 2,5 тоже есть. И в здравом размышлении я с Евгением Васильевичем согласился. То есть, если делать хорошо, то делать хорошо до конца. Это не будут какие-то заоблачные деньги, но дешманам это не будет тоже. И за это нам не будет стыдно. Кому это надо, ребята, берите, пробуйте. Нахваливать там как-то там, это лучше всех, нет, я не буду, это вы сами решите. Для меня это угодный продукт. Как будет для вас, вы мне расскажете потом. Но на этом разрешите попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. И в новом году пускай прухи будет больше. И да, я тут пытаюсь стримы реанимировать. Для этого уже кое-что сделал. И спасибо тем парням, которые на том стриме, когда был розыгрыш, сделали почин. Там не все просто. Там, то, что в чате донат проходит, он сразу же улетает куда-то там в YouTube. Куда он с YouTube девается, там, то ли в партнерку, то ли еще куда-то, хрен его знает. Но по дороге от него отстегивается 30%, там кому надо. А потом эти 70% еще иди найди. То есть я их пока не видел. Когда увижу, тоже не знаю. Но когда-нибудь увижу. Но само ваше действие, то, что вы тогда аж 14 косарей, по-моему, на микрофон накидали,
Ну, ребята, меня это подвинуло. Ну, думаю, надо делать. Надо делать, и стримы у нас обязательно будут. И я постараюсь, чтобы они были нормально, не хуже, чем раньше. Все, пока-пока. До новых встреч. С вами был я. Подписывайтесь на канал.